Шестое ритуальное действие. Львиная доля свободной энергии обычного человеческого существа, объяснил полковник, представлена сексуальной энергией, энергией сферы воспроизводств, а подавляющее большинство людей легкомысленно растрачивает ее в сексе ради наслаждения. Поэтому часто, когда необходимо использовать свободную энергию для защиты или борьбы за выживание, ее в организме не оказывается. И там, где при более разумном отношении человека к жизненной силе организм с легкостью победил бы болезнь, он проигрывает битву с ней, будучи вынужден для преодоления фатальных факторов ослаблять некоторые жизненно важные, но в данный момент не критические функции, компенсируя за счет их энергии нехватку бездумно растраченной свободной. Обусловленные этим нарушения и функциональные ошибки постепенно накапливаются. Когда же количество их переходит в качество, они закрепляются и фиксируются в наследственном коде. Неразумное, недостойное осознающих существ обращение со своей энергией – главная причина подавляющего большинства личных и общечеловеческих бед и напастей, поскольку это пагубно отражается не только на физическом, но и на психическом состоянии как отдельных индивидов, так и целых наций. Разумеется, не может быть и речи о перераспределении и качественной трансформации свободной, сексуальной энергии при ее бесконтрольном растранжиривании. Люди сами устанавливают тот потолок, выше которого в своем развитии подняться не могут. По глупости и какому-то непостижимо безответственному недомыслию они добровольно приковывают себя к своей животности, обрекая на рабскую зависимость от этой более низкой части собственной натуры. Чтобы стать сверхчеловеком, а на самом деле это есть нормальное и единственно достойное настоящего человека качество жизни, необходимо научиться экономить сексуальную энергию, концентрировать ее в теле и трансмутировать, направляя из второго главного вихря во все остальные, и особенно в два самых верхних. При этом полностью лишать второй вихрь свободной энергии нельзя, потому что из него она автоматически поступает в самый нижний, первый вихрь, ответственный за построение каркаса физического тела, опорно-двигательного аппарата, то есть костей, мышц и сухожилий. Свободная энергия должна распределяться между вихрями гармонично, непринужденно вплетаясь в их вращение. Для того, чтобы этого достичь, необходимо выполнять определенные правила сексуального воздержания, о которых мы поговорим несколько позже. Поднять жизненную силу вверх очень просто. Но для этого ее необходимо иметь. В этом кроется основная причина неудач, которые в течение сотен лет преследовали многих искателей эликсира бессмертия на Западе. Ведь в традициях западных религиозных орденов была практика насильственного воздержания, агрессивного подавления в себе сексуального желания. Пытаясь таким образом покорить сексуальную энергию, адепты попросту разрушали основы жизненности тела. Существует один единственный путь обуздать наиболее мощный и своенравный аспект силы в человеке – его сексуальную энергию, проявляющую себя посредством любовной страсти, самого непреодолимого из человеческих желаний, максимально ее развить, а затем трансмутировать. Ни подавление желания, ни потакание ему ни к чему не ведут. Первое не дает силе развиться, второе бездарно ее рассеивает. И в том, и в другом случае человек проигрывает, поскольку теряет возможность накопить свободную энергию и осознанно ею воспользоваться. Трансмутацию сексуальной силы ламы осуществляют посредством шестого ритуального действия. Практиковать его можно только тогда, когда в теле ощущается присутствие сексуального желания, которое сигнализирует о наличии достаточного количества свободной энергии. Выполнение шестого ритуального действия заключается в следующем: стоя прямо, вы делаете глубокий вдох, сжимаете анальный сфинктер, сфинктер мочевого пузыря, напрягаете мышцы тазового дна и низа передней стенки живота, а затем быстро наклоняетесь, опираясь руками о бедра, и интенсивно выдыхаете через рот со звуком ха-ха-ха-ха, стараясь удалить из легких весь воздух полностью, включая так называемый остаточный. После этого вы как можно сильнее втягиваете живот за счет напряженного поднятия вверх диафрагмы и расслабления передней стенки живота и выпрямляетесь. Подбородок при этом должен быть прижат к подъеремной выемке, кисти рук лежат на талии. Выдержав положение с втянутым животом как можно дольше, столько времени, насколько у вас хватит задержки дыхания, расслабьте диафрагму, поднимите голову и как можно спокойнее сделайте глубокий вдох. Как следует отдышавшись, повторите. Обычно для того, чтобы перенаправить свободную энергию и растворить возникшее сексуальное желание, достаточно 3 повторений. Желательно не выполнять более 9 повторений шестого ритуального действия за один раз. В
качестве тренировки шестое ритуальное действие выполняется единожды в день в виде серии из не более чем 9 повторений. Осваивать его следует постепенно, начав с 3 раз, и еженедельно прибавляя по 2. Прикладная практика этого упражнения возможна в любое время и в любом месте при условии не слишком полного желудка и кишечника, а также наличия телесного сигнала в форме возникшего сексуального желания. Более того, вполне освоивший шестое ритуальное действие с легкостью осуществляет предельно полный выдох тихо, не наклоняясь и не привлекая к себе внимания. Поэтому практика обращения сексуальной энергии в жизненную силу выполнима действительно где и когда угодно, в любой момент, едва только внимание обратится к проявившему себя в теле сексуальному желанию. Существует лишь одно единственное различие между обычным здоровым, разумным и сильным человеком и сверхчеловеком, который обладает магической силой и способностью по своему усмотрению пользоваться особыми свойствами осознания, открывающими ему доступ к восприятию параллельных миров. Оно состоит в принципиально противоположном отношении к своей свободной энергии. Обычный человек оставляет ее в нижних вихрях в форме сексуальной энергии, которая ищет выхода в сексе ради наслаждения, постоянно при этом расходуясь. Таким образом, каким бы высоким ни был энергетический потенциал обычного человека, он определяется в основном силой животного свойства, не способной качественно изменить характер проявлений человеческого существа. Для того, чтобы поднять свое осознание на более высокий уровень и развить наличествующие в нем истинно человеческие черты, необходимо накопить гораздо больше энергии, чем способен вместить в себя комплекс из 2 нижних вихрей. Сделать это можно только одним способом, подняв свободную энергию из нижних центров вверх и освободив тем самым нижние для накопления ее новой порции. При поднятии силы ее характеристики изменяются. Она становится тоньше за счет изменения частотных характеристик. Присутствующие во втором вихре и свойственные перекачиваемой из него свободной силе частоты увеличиваются. За счет этого поднимаемая порция энергии как бы сжимается, и перекачка энергии вверх открывает перед человеческим существом поистине необозримые перспективы совершенствования. Очень часто, рассказывая об источнике молодости, я вспоминаю мсье де Леона, который отправился в безумно далекое и рискованное путешествие и возвратился ни с чем. Он так и не отыскал источник молодости ни в Гималаях, ни в Тибете, ни в Китае, ни в других экзотических краях. А ведь вполне мог бы найти его, не выходя за пределы собственного дома в Париже. Как нам теперь уже доподлинно известно, не так ли, неистощимый источник нашей молодости всегда с нами. И требуются лишь определенные знания и некоторая дисциплина для того, чтобы научиться из него черпать. Однако необходимо помнить, для того, чтобы источник молодости стал действующим аспектом нашего существа, абсолютно необходимо добиться развития в теле активного и мощного сексуального желания. Попытка трансмутировать свободную энергию, которой мало или нет вовсе, ведет к неизбежному саморазрушению. Поэтому человеку, не испытывающему острой потребности в сексуальном удовлетворении, практика шестого ритуального действия строго противопоказана. Сначала необходимо добиться восстановления высокой сексуальной потенции с помощью практики первых 5 ритуальных действий и лишь затем приступать к превращению себя в сверхчеловеческое существо. Но есть в этом еще один момент, объясняющий, почему сверхлюдей не так уж много. Ведь если все так просто, то они должны были бы, казалось бы, толпами слоняться по этой планете, не зная, к чему приложить бурлящие в них сверхсилы. Этого, однако, не наблюдается. В чем же дело? А в том, что переходить в новое качество за счет трансмутации и сексуальной энергии можно только в случае, когда интерес к сексу полностью исчерпан. И здесь ни в коем случае нельзя ошибиться, обманув себя или переоценив свое состояние. Только тот, кто действительно исчерпал для себя секс как аспект познания человеческого бытия, может успешно осуществить переход в новое качество осознания. Тот же, для кого сексуальные отношения еще представляют хоть какой-то интерес как источник наслаждения или не до конца познанный аспект животной стороны человеческой жизни, ни в коем случае не должен прибегать ни к каким трансмутационным практикам. Самообман здесь смертельно опасен, поскольку неминуемо приведет к тому, что перенаправленная свободная энергия не будет усвоена высшими вихрями и вместо того, чтобы гармонично развить человеческое существо, только усилит его внутреннюю борьбу и внутренние конфликты, которые раньше или позже неизбежно разорвут психику индивида изнутри,
заставив его погибнуть от неизлечимых физических болезней или же уничтожив человеческие черты его сознания психическими патологиями и вергнув в адскую круговерть его собственных животных страстей. Потому здесь предельно важна кристальная внутренняя чистота и предельная честность перед самим собой. Тот, кто решает переступить черту, должен знать, на что идет. И еще он должен знать, что никогда не сможет вернуться оттуда тем, кем был раньше. Поэтому я еще раз хочу вас предупредить, за освоение шестого ритуального действия может браться только тот, кто чувствует, что полностью исчерпал для себя все, что может дать секс, и больше в нем абсолютно не нуждается. Ни в каком виде, ни в явном, ни в скрытом или опосредованном в других психологических проявлениях. Для подавляющего большинства нормальных людей естественный отказ от секса попросту немыслим. Поэтому очень и очень немногие могут практиковать шестое ритуальное действие. Однако в отдельных случаях практика 5 первых действий со временем изменяет порядок приоритетов. И может быть некоторым удастся преодолеть ту грань в развитии своего сознания, за которой лежит свобода выбора. Если это произойдет, следующим шагом будет принятие решения изменить свою жизнь. Решение принимается один раз. Навсегда. Никаких колебаний, никаких взглядов назад. Как в сказках, оглянешься, пропадешь. Только тот, кто способен на такой шаг, может надеяться стать мастером, истинным властелином силы, перед которым открыт любой путь, и чья воля не знает поражений. Каждый шаг такого человека всегда неизбежно ведет к успеху, чем бы он ни занимался и какие бы цели перед собой не ставил. Но любой, даже самый крохотный, срыв, даже одна только мысль о взгляде назад, даже слабое желание оглянуться могут погубить его раз и навсегда.